Привет, друзья! Польша усиливает охрану восточной границы, а дроны вновь фиксируются в воздушном пространстве. Как это может повлиять на НАТО и всю Европу? В Германии растут цены на продукты, тысячи рабочих теряют работу, а Мерц пытается ускорить реформы правительства. Справятся ли министры с этим? Во Франции снова протесты и перекрыты улицы. Чем это закончится? Подписывайтесь на канал прямо сейчас, чтобы следить за развитием этих последних событий. Дальше будет больше подробностей и аналитики. Итак, в Польше усиливаются меры безопасности у восточных границ. Туда перебрасывают около 40 тысяч солдат. Такое решение принято после того, как в польском воздушном пространстве проникли 19 дронов, часть из которых сбили. Происшествие произошло на фоне начала крупных совместных учений России и Беларуси под названием «Запад-2025». Заместитель министра внутренних дел Польши Чезары Томчик заявил, что учения «Запад-2025» рассматриваются польским правительством как потенциально агрессивные. По его словам, сценарий маневра включает элементы, которые могут быть использованы для наступательных операций. Польша также закрыла границу с Беларусью и ограничила воздушное пространство вдоль этой части границы. Ограничение, введенное из соображений национальной безопасности. Внешняя политика Польши вызывает обеспокоенность среди соседей и членов НАТО. Такие маневры считаются проверкой готовности стран к возможной эскалации. И это еще не все. В Германии в августе 2025 года впервые за долгое время снова заметно подорожали продукты, в то время как цены на энергию уже практически не падают. По данным Федерального статистического ведомства, годовая инфляция выросла, внимание, до 2,2%. Это выше, чем в июне и июле, когда рост был около 2%. Сильнее всего подорожали такие товары, как кофе, шоколад и фрукты. Кофе подорожал почти на 23%, шоколад около 21%, фрукты на 7%. При этом овощи стали немного дешевле на 1,1%. Картофель и сахар значительно дешевле, картофель на 17,3%, а сахар почти на 30%. Цены на энергию все еще выше, чем год назад, но их снижение почти прекратилось. Расходы на топливо, на электроэнергию, на отопление уже не так сильно дешевеют, как прежде. Также поднялись цены на услуги, перевозки, страховки, медицинское обслуживание становятся дороже. Например, проезд на общественном транспорте и социальные услуги выросли в цене на несколько процентов. В целом ситуация такая. Инфляция, казалось бы, стабилизировалась, но давление на бюджет семьи все еще ощущается, продукты растут в цене быстрее, а облегчения от удорожания энергии почти нет. И еще одна важная новость в продолжении экономики Германии. В Германии наблюдается серьезный спад в экспортной отрасли, и эта проблема обернулась потерей рабочих мест. Ассоциация, которая представляет интересы предприятий оптовой торговли, внешней торговли и услуг, заявляет, за последние 12 месяцев было утрачено, внимание, около 43 тысяч рабочих мест в сегменте оптовой и экспортной торговли. Это сигнал тревоги. Отрасль ослабла, компании испытывают трудности. Причин несколько. Растущие тарифы со стороны Соединенных Штатов Америки, усиление бюрократических преград, новые правила для цепочек поставок и просто слабый мировой спрос. Все это мешает продажам за рубежом. Это означает не просто снижение прибыли. Многие компании могут оказаться перед угрозой закрытия или увольнения, особенно те, у кого значительная часть бизнеса зависит от поставок за пределы страны. Правительство и европейские структуры призывают к реформам. Среди мер, которые предлагают, упрощение правил торговли, снижение бюрократии, перестройка тарифных соглашений, особенно с Соединенными Штатами Америки, а также снижение издержек для бизнеса. Но давайте посмотрим на новости по атаке беспилотников на Польшу. В ответ на недавнее нарушение воздушного пространства Польши, как я сказал, немецкое правительство Фридриха Мерца приняло также решение усилить действия по защите восточного фланга НАТО. Об этом сообщил официальный представитель федерального правительства Стефан Корнелиус. Германия намерена расширить и продлить операцию по воздушному патрулированию над Польшей. Сейчас, напомню, над Польшей уже дежурят 2 истребителя из Ростокала-Аш, но вскоре их число увеличится до 4. Запланированное первоначально до конца сентября дежурство будет продлено до 31 декабря 2025 года. Канцлер Фридрих Мерц, Христианский демократический союз ХДС, назвал проникновение беспилотников важным инцидентом для безопасности в Европе. По его мнению, это не разовый инцидент, а часть более масштабной проблемы. Германия, по его словам, видит необходимость реагировать решительнее и поддерживать своих союзников. Также Германия планирует активнее работать над санкциями. В Европейском Союзе
Евросоюзе готовится надежный 19-й пакет санкций, который ожидается еще больше усилить давление на противоположную сторону. А дальше важная новость Германии. Канцлер Германии Фридрих Мерц дал 6 федеральным министерствам крайний срок до 1 августа 2025 года, чтобы они определили, кто за что отвечает, какие функции ведомства пересекаются, где нужна ясность. Это было частью его плана, который называют «Осень реформ», направленного на ускорение работы правительства. Но выяснилось, что не все министры уложились. Как сообщает Шпигель, по состоянию на начало августа остаются неясными зоны ответственности между Министерством финансов и Министерством цифровизации, между Министерством окружающей среды и Министерством экономики, между экологическим ведомством и ведомством строительства, а также между Министерством экономики и Министерством исследований. Теперь Мерц дал новое время, еще одна отсрочка до 1 октября 2025 года, чтобы министерства смогли доработать распределение своих обязанностей. И еще новость Германии, которая вызывает обеспокоенность. Германская сталелитейная отрасль переживает серьезный кризис. Руководитель компании ThyssenKrupp Steel Денис Грим предупредил, что рынок переполнен дешевой сталью из Азии. По его словам, к 2027 году на мировой рынок выйдет около 700 миллионов тонн стали сверх спроса. Внимание, это в 6 раз больше годового объема, который нужен Европейскому Союзу. Большая часть продукции идет из Китая и субсидируется государством, поэтому европейским заводам трудно конкурировать. Отрасль страдает и от торговых споров. Пошлин Соединенных Штатов Америки на сталь остаются, напомню, на уровне 50%, что ограничивает экспорт и увеличивает поток дешевой продукции в Европу. Многие предприятия сокращают мощности. В прошлом году Европейский Союз вывел из эксплуатации, внимание, почти 9 миллионов тонн стали. В самой Германии под угрозой около, внимание еще раз, 11 тысяч рабочих мест. Особенно на заводе Krupp Mannesmann в Дуйсбурге. Под вопросом остается и производство электротехнической стали на заводе в Гельзенкирхе, важной для электромобилей. Грим считает, что Евросоюз должен ввести более жесткие тарифы и защитные меры, иначе традиционная немецкая сталелитейная отрасль может утратить свои позиции. И это еще не все. Во Франции продолжаются масштабные акции протеста в отношении политики президента Эммануэля Макрона. В стране вновь вспыхнули протесты, организованные движением «Блокируем все». Манифесты перекрывают дороги, создают барьеры и вступают в стычки с полицией. В Париже, например, в центре города произошел инцидент с рестораном. По данным Министерства внутренних дел, в стране состоялось более 400 акций протеста, в которых приняли участие около 29 тысяч человек. Во время протестов задержаны почти 300 человек, из которых более 200 в самом Париже. Правоохранительные органы применяли слезоточивый газ для регулирования ситуации с протестующими. В свою очередь, протестующие требуют отставки президента Макрона и нового премьер-министра Себастьяну Лекорню, назначенного накануне. Напомню, Лекорню, бывший министр обороны, стал 5-м главой правительства в президентский срок Макрона. Он заявил о намерении искать пути сотрудничества с оппозицией для принятия бюджета, направленного на сокращение государственного долга и готовности к необходимым изменениям в политике. Протесты охватили такие города, как Марсель, Линь, Нан, Рен, Гренобль и Лион. В некоторых местах были заблокированы железнодорожные пути и повреждены кабели, что привело к сбоям в движении поездов. Участие в протестах приняли также школьники и студенты, заблокировавшие около 2 десятков гимназий, в том числе в Париже. Демонстрации напоминают события желтых жилетов, помните, 2019 года, когда по всей стране прошли массовые протесты против экономической политики правительства. Тогда Лекорню участвовал в организации национальных дебатов, которые могли снизить напряженность. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.